Книга 13. Тао. Путь вознесения. Родовая оценка. Мы призываем каждого, кто читает материалы Вознесения, прежде чем вы погрузитесь в ночной сон, выражать намерение к наследственной оценке. Земля предлагает проделать это каждому читателю наших материалов. Выразите намерение вернуть и восстановить свою законную наследственность, чтобы вы могли иметь у себя все необходимое для того, чтобы вознестись до вашего максимального уровня в этой текущей жизни. Ни для кого нет препятствия вознестись к 1800 уровню посвящений, а некоторые посвященные могут неожиданно для себя осознать, что обладают способностью вознестись выше этого уровня. Иногда, восходящий человек не ведает, чем потенциально располагает, пока не овладеет 1800, и не проведет полную оценку своих родословных и голограмм. Поэтому, выражайте намерение к вознесению, и прежде, чем точно не будете знать, какова ваша наследственность, позвольте вознесению разворачиваться так, как оно идет, без суждения гаданий, насколько далеко каждый может продвинуться в своем вознесении. Имеются некоторые виды наследственности с особой кармой, которая не способствует восхождению выше 1800 или 3000 единиц. Причина в том, что такие наследственности несут груз кармы злоупотребления духовной, психической, информацией и знанием, и склонны входить во вредоносные бессознательные стереотипы, которые могли бы предотвратить восхождение целого. Сейчас это уже не преступление, и те, кто возносится к 1800 уровню посвящений, или 3000, все-таки могут очистить подобную карму в своих предках и своем непрерывном опыте. Многие ограничены в этом диапазоне восхождения, однако их жизнь не изменяется, и вплоть до конца жизни все еще есть возможность очиститься от кармы, что позволит их будущим предкам восходить к следующему уровню эволюции. Каждый внес свой вклад в создание карты Вознесения до определенного уровня, которым овладели он или она. Если восходящий останавливался на 1800, то он способствовал созданию карты данного уровня. Если на 3000, то уже вносил вклад в этот уровень. Если бы не воятели карты, готовые добровольно собраться в этой программе, немногое было бы известно о возможностях и способах продвижения человеческого вознесения, которое предлагается сейчас последователям карты. Поэтому, Земля выражает благодарность каждому первопроходцу за привнесенный вклад, и желает всего наилучшего на непрерывном жизненном пути. На уровне 1800, и в еще большей степени на уровне 3000 единиц, поток энергии кундалини восстанавливается достаточно существенно, чтобы пронизывающий поле огонь очищал карму в гораздо более быстром темпе, чем у тех, кто остается с 2 единицами, и имеет совсем малый огонь. Возлюбленные, у людей с 2 единицами на эфирном плане огонь едва просматривается, как если бы их огонь был полностью погашен, и осталось лишь маленькое тлеющее пламя, едва видимое в основании спинного хребта. Именно поэтому Земля утверждает, что люди с 2 единицами находятся в цикле вымирания. И либо человек собирается пробуждаться и возноситься из этого цикла, рождая для себя новое будущее, либо он собирается закончить свою жизнь в болезни и смерти. В некоторых условиях вымирание неизбежно, в частности, когда родословные в результате сильного радиоактивного облучения испытали падение ниже 2 единиц к 1,5 единицам. Такая ситуация сложилась в Японии и во многих регионах, и по всему миру вследствие испытаний ядерного оружия. Люди, подвергшиеся сильной радиации, скорее всего, окажутся неспособными возноситься, однако другие, кто способен и разделяет те же родословные в других регионах, несмотря на это, учтут предков, чтобы вознестись, но только уже через другие воплощения. В реальности, ничто не утрачивается, ибо человеческий вид поистине есть одна единая раса.
Есть пример посвященного из программы группового мастерства, который в течение 20 лет работал в больничной лаборатории и получил там ограниченную дозу радиации. У этого посвященного была неимоверная боль в верхней части туловища, возросшая в процессе его восхождения до того, что он с трудом мог передвигаться. Причиной этому стало изнашивание ДНК к 1,5 единицам в верхних областях формы, что имело место в результате воздействия радиоактивных изотопов, используемых в лабораторных испытаниях. Этот посвященный восстанавливает в своем теле травмированные очаги, выражая намерение к восстановлению исходного, данного при рождении, кодирования ДНК с 2 единицами, которое будет возрождено и восстановлено в таких областях. Далее, уже после такого восстановления, постепенно может быть введено кристаллическое кодирование, чтобы впоследствии началось восхождение к кристаллической структуре. Из этого примера можно увидеть, что нет ничего невозможного. Восходящий человек через намерение исправит любую проблему, с которой он или она сталкивается в своем восхождении. Это способность восходящих, которые несут в себе наследственность великих мастеров.